Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, уже 30-й по счету, так что маленький очередной юбилей. И хотим сразу поздравить нашего победителя, который выиграл проход в Business Lounge. Вот его комментарий. Точно так же вы можете стать обладателем этого прохода, стоит только написать комментарий под этим видео. И уже через недельку, может быть, именно вы станете его обладателем. Ну что, а мы отправляемся в город Паттайя. И сегодня нас ждут такие отели, как FX отель Паттайя, Ayara Palace, Сабай Сабана, Срин отель Паттайя Кланг и Чанфонг отель Паттайя. С первого начнем. FX отель Паттайя. Ну что, это отель, который наш, наверное, фаворит по нашему пребыванию. Здесь мы за 3 года, наверное, самое большее количество дней прожили. Реально очень хороший отель, и с каждым годом становится все лучше и лучше. Это сеть отелей, поэтому за ним следят. И хорошо следят, что-то улучшают, обновляют, постоянно подкрашивают. Прям реально хорошо. Завтраки стали гораздо лучше, чем было раньше, особенно 3 года назад, когда только открылся сезон туристический и народ только прибывал. Сейчас можно за 120 бат сходить замечательно поесть. Прям хорошо. Такой уютный домашний семейный отель. Очень много пакетных туристов в последнее время из России, в том числе, прибывает в этот отель. Находится он в центре, так скажем, Паттайи. То есть пешком можно и дойти и до Уокинг-стрит, и до Джомтена, и до пляжа, и до пирса, откуда можно уехать на пароме на остров Калан. Рядышком находится большой Будда, смотровая площадка. Локация реально очень хорошая, поэтому мы этот отель и любим. 40 минут до центра, 40 минут до Джинге Найт Маркет и минут, наверное, 10 до моря спуститься, кто любит поплавать. Также хороший бассейн, спортзал обновили немножко, есть детская комната небольшая, но есть, в принципе, все замечательно. Есть разные номера, есть супер обновленные, есть попроще, есть номера в космическом стиле, есть в морском стиле. В зависимости от номера, который вы выберете, вы будете в нем и жить. Мы выбираем стандартный номер, очень хороший, в первом корпусе, и в нем постоянно живем. Единственный минус — это птицы бывают иногда прилетают и начинают либо рано будить, либо оставляют после себя какие-то пятна. Просто надо раньше вставать с пятна к деньгам. Оценим этот отель? Сколько ты поставишь? Я поставлю, наверное, 9. А я не соглашусь, здесь как бы на 9 не особо тянет, я здесь 8 поставлю. Почему? Ну, отель же такой не девяточный. Не девяточный? Не на 9 уже. Я 8 могу только максимум здесь поставить. Не, отели хорошие, за ним следят, еще раз тебе говорю. И то, что здесь можно оценить, реально на 9. Да, это не супер-пупер лакшери отели, но мы оцениваем всегда, что здесь есть, то и оценим. Поэтому 9 из того, что можно оценивать, здесь хорошая оценка. А я 8 все-таки оставлю. Хорошо. 9. Продолжаем. И мы перемещаемся в Ayara Palace. Отель находится на севере Паттайи, пешей доступности до терминала 21 торгового центра. Отель старый, но мы увидели, что был сделан косметический ремонт, как и в лобби, так и в номерах. И было очень довольно комфортно. Бассейн белье свежее, чистое, спать было довольно комфортно. Единственное, был интернет. Мы из-за этого даже переселились в другой корпус, потому что был нестабильный сигнал Wi-Fi. Это в зависимости от номера, в каком вам повезет, поэтому мы вообще купили уже усилитель сигнала для того, чтобы как раз от интернета так сильно не зависеть. Но, опять же, я думаю, мы какие-нибудь лайфхаки тоже отдельный выпуск сделаем. То, что у нас есть с собой, так сказать, в чемодане, чем мы пользуемся для того, чтобы было пребывание комфортное в любом отеле. Здесь, да, отель как бы отремонтированный, но реально такой уже очень старенький, мебель старая. Что-то есть обновленное, но, прям вот как открыли, так оно и есть, но чуть-чуть реновировать. По бюджету не скажу, что прям выгодно. Можно найти выгоднее за мини-цену того же качества. Вот так. Нормальный спортзал, какие-то основные, как обычно, тренажеры. Есть бассейн на крыше, вид шикарный, почти на 360 градусов. Очень замечательный из некоторых номеров, из крыши видно надпись Паттайя. Да, вдалеке немножко, но то, что ее обновили сейчас, ярче стало
стало светить прям хорошо. А море видно, порт видно, завтраки такие простенькие. Довольно приятный бассейн был. Я несколько раз купался, и как красивый вид с крыши открывается на город. Теплая вода была. Да, было жарко очень уже. Было 40 градусов каждый день, поэтому почему воды быть не теплые? Проблема здесь реально в интернете. Можно остановиться. Сколько ставишь? Я бы здесь 9 поставил. 9 за это. Да. То есть ты его фикс не поставил 9, а здесь поставил... Да. Не, я здесь 7 поставлю. Я здесь только за Wi-Fi снизу. Может быть, завтраки. Wi-Fi, завтраки, не так супер современно, но, не знаю, есть 7, 8. Ну, мне кажется, 7, потому что локация немножко далековато. Да, до терминала близко добираться, но до всего остального не так. Ну да. Поэтому 7. А я 8 тогда ставлю. Продолжаем. И мы перемещаемся в Сабай-Сабана. Это еще один отель. Находится в центральной части Паттайи. Отель такой неплохой. Номера староватенькие, но чуть-чуть местами обновленные. Постельные свежие, матрацы мягкие. Вид в зависимости от того, куда у вас бассейн, поскольку здесь несколько номеров, есть прям окна в окна, есть окна на крыше, есть окна в стену, есть окна на бассейн. То есть разные варианты. Выбираете, я думаю, как раз при бронировании вы сможете эту опцию выбрать, где вам будет удобнее жить. В целом, такой. То есть, вот опять же, если сравнивать с предыдущим, я не скажу, что он лучше или хуже. По завтракам, ресторан отремонтирован, в принципе, интересно оформлен, но в целом еда конвой. Яйца делают, сыра не было, так что, сыра нет, то есть балл минус. Все в пешей доступности находится в центре, до моря пешком буквально 5 минут. 2 бассейна есть. Горка есть. Горка, да, есть. Единственное, опять Wi-Fi интернет. Из-за этого отеля даже раньше переехали, потому что Wi-Fi был никакой абсолютно. Да, нам пытались предложить альтернативу номер, но пришел и та же самая беда. На следующий день просто сказали: ребят, сори, но мы переезжаем. Так что если вам важен интернет, это не тот вариант, если они, конечно, не улучшат. У них, по сути, один роутер на весь этаж. Вот после этого, кстати, момента я сказал: все, надо покупать усилитель сигнала, потому что реально в коридоре нормально, а в номере у тебя из 82 от силы в лучшем случае, а то и 0,2. Поэтому так. 7 поставлю здесь этому отелю. Да, наверное, я тоже 7 поставлю. Минус и большой минус из-за интернета. А так, относительно отелей сегодняшних, прям разов. И мы перемещаемся в Сринатель Паттайи Кланг. Новый отель открылся буквально. Все свеженькое, все новенькое. Wi-Fi висел у нас прям над номером. Единственная проблема — это местами ламинат ходит. То есть плохо уложили, либо, может, намочили, либо еще что-то. В принципе, достойный вариант. Очень комфортно было находиться. Все свежее, новое. Бассейна нету, спортзала нет. Я думаю, что это все компенсировалось адекватной ценой и расположением близко к центру города и массажной улицы прямо за углом буквально. А рестораны тоже нету, но они планируют открыть там кафе, что-то уже подобие есть, столики уже стоят. Душ объединенный, то есть вода будет у вас везде. Есть у каждого номера балкончик, где можно замечательно отдохнуть. Номера относительно просторные, есть телевизор, смарт-ТВ, есть стол, есть стулья, то есть какая-то небольшая обеденная зона. И если не ошибаюсь, 1600 рублей за $16, прям хорошо. Я бы здесь 8 поставил. 9 поставлю, потому что вместе с FX они такие на равных. И завершает сегодня Чанфонг отель Паттайя. Это еще такой один старенький отель Паттайя. Сегодня у нас Old Star отели. Что можно сказать? Здесь его в основном бронируют на долгий срок. Очень много пенсионеров-европейцев, которые снимают реально на долгий срок, на всю зимовку и еще как-то. Здесь есть такой бесплатный завтрак, так сказать, хлеб
с джемом, кофе. В целом скажу, что было довольно комфортно, несмотря на то, что отель старенький, но все чистенько, красивенько. Я даже поплавал в бассейне. Бассейн тоже чистый, чистят лимонной кислотой. Было довольно комфортно. Но ты же сказал, что было грязно вокруг бассейна. Да, проблема в том, что у них такой коврик в виде газона, и он уже в таком потрепанном состоянии был. Там очень потрепанное состояние, там реально стоит заменить тряпку, можно сказать, которая портит внешний вид. Есть бильярд, сукно, конечно, порвано, и такой отельчик уже бывалый, давным-давно бывалый, но сами номера довольно неплохие, несколько номеров смотрел, да, есть какие-то потертости, но в рамках, так сказать, приличия за номерами вообще следят за отелем. За свой бюджет, я думаю, 8 я бы поставил. Я бы 7 бы здесь остановился. Нормальный отель, нормальный. Удобная локация, да, если вы будете кататься на Калан регулярно, очень-очень удобно. Ну что, составим рейтинг? Давай, составляем. Первое место я поставлю FX. Реально хороший отель за свои деньги, по своей локации. Завтраки есть, бассейн есть, очень дружелюбный персонал, несколько корпусов за номером и за отелем вообще следят. Какая-то постоянно перестановочка, то пальмы появились, то какие-то заборчики зеленые появился, то еще что-то. Прям следят. Затем я поставлю, наверное, вот новый отель Лисрин. Новый, хороший, комфортно, да, по локации отличается, но, в принципе, центральная Паттайя, все рядышком, нету бассейна, но кто не купается, как я, и пофигу. Но зато бюджет такой относительно нормальный. Дальше я бы, наверное, взял Айара. Да, немножко далековато от центра, от Джентена, на тук-туке надо ехать. Приятный бассейн, приятный вид на город, поэтому довольно неплохо. Чантонг тоже неплохой, старенький, конечно, но, в принципе, неплохой отель. И завершу, к сожалению, Сабай-Сабана, потому что интернет для нас это реально очень важно. И надо обращать внимание всех, абсолютно всех уже ательеров на то, что интернет в наше время это все. И если интернет в вашем отеле очень плохой или низкое качество, то вы можете получить плохие отзывы, рейтинги и оценки. Будет хороший интернет, то я бы, наверное, перенес его там на вторую строчку запросто. Ну что, я тоже начну с FX отель, потом у меня будет идти Serene отель, дальше я поставлю Айара, потом у меня идет Чангсон и завершает Сабай-Сабан. То же самое, что и да, получается то же самое. А нафига повторяться? Я просто думал, что метод по-другому будет, но это... Не получилось, не смогла. Окей, ладно, переходим к нашей недельке. Учитывая, что, допустим, интернет работает везде нормально. Давайте вот там. Я бы заселился бы в FX сначала, вот там пешочком можно во все части города добраться. Потом бы я переехал в Сабай-Сабана. Затем у меня был бы Serene. Заехал я бы в Айару и завершу Чангсон. Окей, я сделал немножко по-другому. С FX я также начну, потому что удобная локация, особенно когда вы первый раз. Я всегда, когда приезжаю в Паттайю, у меня две таких основных точки, куда надо сходить. Это Большой Будда и смотровая. Посмотреть, что там в городе изменилось. Поэтому я выбираю FX. Туда иду смотреть на Будду, смотреть на смотровую. Дальше переезжаю, наверное, Айара, а в другой конец, с другой, как сказать, смотровой точки посмотреть, что на севере изменилось. Плюс бассейн, хорошо, замечательно. Либо здесь бы я Калан, Чангсон, потому что тоже хорошая локация, и можно, если вы планируете кататься как раз можно его поставить на втором месте, покататься на Калан, потом вернуться, уехать как раз на севере возле бассейна поваляться, замечательно сходить как раз в терминал, уже там пошопиться немножко. Затем Срин завершу Сабай-Сабана, потому что, в принципе, еще одно такое релакс-тихое место в центре, рядом как раз через дорогу буквально Бикси Марина, то есть аутлет, кому надо купить там кроссовочки, еще что-то. Замечательно можно туда сходить, прикупиться и запастись подарками, сувенирами как раз перед отъездом домой. Напоминаем, обязательно бронируйте все отели по ссылкам в описании. А также скачивайте наше приложение вот здесь. Там есть авиабилеты, отели и экскурсии. Тем самым вы помогаете не только себе экономить и выгодно покупать авиабилеты и бронировать отели, но и нам
ссылку, там есть наши реферальные ссылочки, которые помогают снимать там больше и больше нового интересного контента. А в нашем телеграм-канале вы найдете интересные предложения по авиабилетам, отелям и даже экскурсиям. И напоминаю, что обязательно комментируйте данный выпуск, вы можете принять участие в розыгрыше прохода в бизнес-лаунж на двоих. И, может быть, именно вы станете обладателем этого прохода. Стоит только написать, поставить лайк и подписаться на наш канал. На этом у нас все. Увидимся. Пока-пока. Пока.